Есть люди, которые закрыты, которым не надо. Есть люди, которые приходят за своей правдой. Ну вот они приходят с уже готовым решением, и они ждут, что я буду подтверждением этого решения. И они очень обижаются, когда я говорю не то. Ну, условно, у вас не хватит вашего образования для того, чтобы сделать классную карьеру. Ну, не хватит. Не вижу я в голове тех знаний, того опыта, который бы ценился сегодня на рынке. Например, женщина, которая служила... Слово «служила», я думаю, понятно, 30 лет. И вот ей там 40 с хвостиком, она вышла на пенсии. И что? Она ничего не умеет больше. Да, равнозначную работу найти физически не может, потому что нет знаний. И когда я начинаю говорить, что вы можете рассчитывать только на пенсию, либо идите обучайтесь, я вижу, вам подойдет вот такая профессия, вот такая. Но это же надо учиться, это же надо деньги вкладывать. И человек не слышит. Потом проходит полгода, год, такие люди, как правило, возвращаются и говорят, вы знаете, я вас вот против была, но я послушала, отучилась и потихонечку строю карьеру. То есть, когда люди приходят со своим готовым решением, мне тяжело достучаться. Бывают ситуации, когда я вижу, что человек, ну, действительно наглухо закрыт, но это единица, потому что, ну, это как прийти к врачу, например, да, к стоматологу и сказать, вот у меня там сгнил зуб, но я вам его не дам. Ну, а что ты пришел тогда? То есть, люди приходят с желанием услышать то, что вот я им скажу. А если нет, ну, как бы или закрыты, вот. Есть ситуации, когда жена тянет мужа. Ну, типа, Вася, послушай, сейчас тебе умное скажут. Не пей, Вася, не пей. Я потом говорю, Вася, убегайте, убегайте. Ну, потому что там вот такое, и оно не поменяется. Елизавета, как вы попали на шоу «Битва экстрасенсов»? И, наверное, даже сразу второй вопрос. Насколько вот сложно взаимоотношения? Потому что каждый туда приходит, это знание, умение и определенное недоверие к своим соратникам, даже не соратникам, а конкурентам по площадке. Вот немножко про тайны. Я очень коммуникабельный человек. У меня нет чувства зависти, злобы, осуждения, ну просто нету. Вот как-то атрофировалась с тем, что я прошла много боли, я оправдываю каждого для себя. Тем не менее, когда я вижу откровенную бесовщину, когда есть вещи для меня, ну прямо вот недопустимые, кладбищенские ритуалы, вот как бы для меня это, ну, осквернение памяти. Это для меня, опять же, да. Я не скандальный человек, и скандалы я не устраивала, но я отходила в сторонку. То есть, скажем так, я просто отходила в сторонку и не участвовала вот в том, что для меня неприятно. Общались достаточно нормально, спокойно. Были, конечно, некие конфликтные ситуации, были игры дворцовые за спиной, а ты чё, а она чё, а они чё. Но как бы не могу сказать, что я прям держу себя выше этого. Ну, просто мне это неинтересно. Мне 42 года, скоро 43. Как-то, если бы мне было 20, наверное, я бы там снимала бы видео, там оправдания какие-то. Что мне, правда, это неинтересно. Что касается, как попало, хотелось понести людям свет. Да, там, где светло, туда света нести смысла нет. А вот где темно, хотелось понести туда свет. И просто, чтобы у людей была альтернатива. Ну, условно, есть ресторанная еда, есть доширак студенческий, и я была студентом на дошираке, и вы тоже. Вот. А есть домашняя еда. Да, неважно, что лучше, что вкуснее, потому что в разный период жизни что-то тебя спасает. Там, когда студент, да, конечно, дошик, еще и сосисочки туда, это же просто вообще гастрономия. Слюнечка уже, да. Вот. Просто у людей должен быть выбор. Они должны понимать, что не все решается ритуалами, ну не все решается чернухой. Да, до Бога достучаться тяжелее, но тем не менее это выход. И огромное количество людей мне писали, это можно прочитать в соцсетях, в комментариях. Вот они писали, что Лиза, благодаря вашему участию мы переступили порог храма. Венчались, крестили детей, крестились сами, начали жить по-другому. Я, опять же, снимаю огромное количество видео бесплатного, какие молитвы в каких случаях, про святые места, куда можно поехать. Но людям тоже лень это делать. Это же нужно поехать, поклониться мощам или иконе, что-то сделать. Самость свою переступить, да. Да, или правила молитвенные. Это же тяжело. Это же ты должен каждый день там, целых 20 минут тратить на утреннее правило, 20 на вечернее. Это же тяжело. Проще-то... На диванчике полежать, сериальчик посмотреть. Да, да. Поэтому для меня это была великолепнейшая площадка, великолепнейший опыт понимания, что можно служить людям вот таким способом. Меня благословил духовник на это.
То есть у меня есть благословение, и некоторым участникам битвы экстрасенсов я показывала переписку, да, чтобы это было не голословно, это действительно было благословение. Но все равно столкнулась с волной хейта, с непониманием, а зачем. Ну вот рассказываю, что апостолы пошли проповедовать и в африканские страны, и в Малую Азию, и по европейским, ну на тот момент они по-другому назывались, там, да, и Персия и так далее, странам. Они пошли проповедовать там, где не было Христа, потому что если бы они пришли, условно, там, в Ватикан, там не было смысла проповедовать, они уже там, католицизм, да, но они пошли проповедовать в те места, где темно. Да, это было непросто, это было сложно, и из 12 апостолов только один умер своей смертью, остальные не очень. Вот. Но, тем не менее, они это делали. Опять же, не приравниваю я к апостолам, да, не надо говорить, что Петрова там сравниваю, ни в коем случае я себя не сравниваю, я просто говорю о том, что путь Христа, он должен быть там, где темно. Вот, собственно, что я и делаю, некое миссионерство. Елизавета, вот представьте, вас принимаю на работу в какую-нибудь там вот священную организацию. Вот как бы вы описали свой опыт и свой дар? Вот так вот прям тух-тух. Я вот это. Как вы себе видите? Интересный вопрос, я даже никогда не задумывалась, потому что не стояла целью устроиться на какую-то работу вот такую. Наверное, я человек, который видит чуть больше, чем остальные. Вот так. И я не делаю это какими-то там сверхспособностями Халка или там Чудо-женщина. Для меня это естественно. Более того, я учу людей, как они это могут сделать самостоятельно. Опять же, не с точки зрения обучений, практик, школы слышания, ангела и всего остального. Нет, просто через молитву ты можешь слышать. Исключительно через молитву. Бесплатно. Церковное таинство бесплатно. Ну, захотели свечку там за 20 рублей купить? Ну, купили. В монастырях они вообще все на пожертвования. То есть просто слышать, жить правильно и в каждом действии выбирать любовь. Это бесплатно. Поэтому сказать, что это какая-то там такая, знаете, сверхспособность, которая там открывает все двери, что-то меняет. Если каждый начнет меняться в рамках хотя бы близких, то уже мир станет чище, и в любой организации это пригодится. Есть прекрасный ритуал, который я пропагандирую сама, и который я советую всем. Ритуал на избавление от семейных руганий. Звучит он так. Замолчать. Вовремя. И людям проще платить деньги, им проще обращаться там ко всяким практикам за чернушными ритуалами, чем просто вовремя замолчать. Это же самое сложное, да. Понять, что ну все, хватит. Надо уметь просто слышать друг друга, слышать и воспринимать. Как раньше говорили, свет очей моих, душа моя, как мужчину и женщину называли. В этом же очень глубокий смысл. Сейчас просто говорят, ой, ну просто она красивая, это сам, да нет, там глубокий смысл. Там женщина своей энергией доброй, вот этой заботливой, понимающей, поддерживает мужчину, а мужчина благодарный. И за это приносит ей, ну, грубо говоря, комфорт, защиту и, в конце концов, убитого льва. Мне очень нравится, как эволюционировал поступок, когда ради прекрасной Елены пошли войной, до лайка в соцсетях. Печально. Да. Елизавета, скажите, вот когда к вам человек приходит, бывают такие люди, которые, ну, нехороший термин, которых сложно считать, или они вообще просто несчитываемые? Есть люди, которые закрыты, которым не надо. Есть люди, которые приходят за своей правдой. Ну вот они приходят с уже готовым решением, и они ждут, что я буду подтверждением этого решения. И они очень обижаются, когда я говорю не то. Ну, условно, у вас не хватит вашего образования для того, чтобы сделать классную карьеру. Ну, не хватит. Не вижу я в голове тех знаний, того опыта, который бы ценился сегодня на рынке. Например, женщина, которая служила, слово «служила», я думаю, понятно, 30 лет. И вот ей там 40 с хвостиком, она вышла на пенсию. И что? Она ничего не умеет больше. Да, равнозначную работу найти физически не может, потому что нет знаний. И когда я начинаю говорить, что вы можете рассчитывать только на пенсию, либо идите обучаетесь, я вижу, вам подойдет вот такая профессия, вот такая. Но это же надо учиться, это же надо деньги вкладывать. И человек не слышит. Потом проходит полгода, год, такие люди, как правило, возвращаются и говорят, вы знаете, я вас вот
против была, но я послушала, отучилась и потихонечку строю карьеру. То есть, когда люди приходят со своим готовым решением, мне тяжело достучаться. Бывает ситуация, когда я вижу, что человек, ну, действительно наглухо закрыт, но это единицы, потому что, ну, это как прийти к врачу, например, да, к стоматологу и сказать, вот у меня там сгнил зуб, но я ему его не дам. Ну, а что ты пришел тогда? То есть люди приходят с желанием услышать то, что вот я им скажу. А если нет, ну, как бы или закрыты, вот. Есть ситуации, когда жена тянет мужа. Ну, типа, Вася, послушай, сейчас тебе умное скажут. Не пей, Вася, не пей. Я потом говорю, Вася, убегайте, убегайте. Ну, потому что там вот такое, и оно не поменяется. Мы с вами, когда сидели что на диванчике, пили кофе, я у вас спросил, умеете ли вы читать предметы, историю их? Такой практики у меня не было никогда. Но мне было бы безумно интересно попробовать. Но бывают вот такие ситуации, когда вот вы что-то взяли в руки, и бах, и ну, да что угодно, какой-то предмет. В гости пришли, какая-то статуэтка такая интересная, еще что-то, бах, и, блин, а вот тут же вот прям вот так вот, прям как состояние вспышки такое. Ну, как-то вот исторических, наверное, не было. Единственная была история, ну, она не единственная, их было несколько. Мой отец, Владимир Владимирович, с редким имя-отчеством, да, занимается раскопками бойцов Великой Отечественной войны. И однажды он меня пригласил на свои раскопки, не говоря о том, что я его дочь, просто вот пригласил и попросил, это же лес, то есть это же как бы прям как будто бы километры, попросил посмотреть, что я почувствую. Вот. Мне самой было интересно, я поехала там за 300 километров, по-моему, Псковская, что ли, область. Ну, короче, куда-то туда, очень далеко поехали на раскопки, и я ходила между деревьями и увидела крыло самолета, прям закопанное, ну, небольшой кусочек, не крыло, а прям какой-то небольшой кусочек. Я девочка, я путаю слова фюзеляж, вы же понимаете, да, вот все остальное, кусочек крыла. И бойца, который вот лежал прям вот под землей. Ребята раскопали и удивились, сказали, да, действительно. Почему тоже мне очень нравилась битва экстрасенсов, это тот опыт, когда тебе дают задания, которые ты в практике, в жизни не используешь. Ну, условно, я не поисковик ни разу, хотя были ситуации, когда ко мне обращались и сотрудники, и детективы с просьбой назвать причину смерти или показать, где тело, вот там, да, или что случилось с этим телом. Это было. Это для меня максимально болезненно и травмирующе, потому что я не хирург, и я каждый раз это говорю. И мне тяжело видеть саму причину смерти. Ну, то есть я ее вижу, но условно как умирает тот же боец, там, да, неважно какого события, оторванные конечности. Ну, для меня, как для девочки, в первую очередь, это страшно. Опять же, я не хирург, я к этому не привыкла. Поэтому я так вот максимально осторожна с этой темой. Надо помочь, я помогу. Но вот стараюсь не трогать. А что касается предметов, ну, было бы, честно, интересно. Просто не было такого опыта, не знаю. Вот, у вас же какой-то случай с фотографией еще, по-моему, был. Что вы имеете в виду? Рассказывали, что вот показали вам фотографию, девочку надо найти было. Много было таких случаев. И девочку искала, и приезжала ко мне семья, когда убили парня 16 или 17-летнего, и я увидела вот эту историю убийства глазами сторожа в этом месте. И когда уже убитые горем родители пришли к сторожу и сказали, ну вы же видели, у него был вопрос, откуда вы знаете. То есть вот такие истории, их, ну, на самом деле, знаете, как это же жизнь, и мне никто не звонит с фразой «Лиза, давай выберем имя собачки». То есть все, кто звонят, как правило, со своей бедой. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, нельзя ее оценивать. Для каждого беда это, даже если человек, например, одинокий, у него умирает единственный кот, это тоже беда, ну, потому что это единственное живое родное существо. Просто с поиском как-то вот, ну, просто неинтересно, как, ну, не было необходимости, не было возможности, просто вот не было, ни почему. Ну, вот еще раз говорю, я когда битву смотрю, мне всегда кажется, что любой человек, который обладает какими-то способностями, вот эти камеры, вот эти люди вокруг, вот эти зрители, там же тоже зрители какие-то есть. Конечно. На площадке. Мне кажется, какой бы ни был сильный специалист, это очень отвлекать должно. И вот в условиях таких вот экстремальных съемок я прекрасно понимаю, почему некоторые видящие, знающие люди, они проваливают задания. Вот насколько отвлекает вот это вот вся броуновское движение вокруг.
Абсолютно правильное замечание. Первые мои съемки. Я не актриса. Еще раз, я не актриса. У меня нет актерского образования, потому что тоже хейтер, она актриса. Я никогда нигде не снималась. Вот ни разу я к актерству не имею никакого отношения. И для меня вот первые съемки, по-моему, не «Багажник». Первое, что... вот на «Поляне», когда снимали, действительно движение людей, потому что я работаю дома по видеосвязи, там, да, или если постоянно люди, они ко мне домой могут прийти. И, ну, естественно, ощущение тишины, закрытого помещения, ну, как мы с вами сейчас вдвоем сидим, нам комфортно. Отвлекало, но как-то стараешься просто абстрагироваться от этого. Однажды была съемка в городе Пытьях, и сбежался весь город туда. Вот просто весь город. Я понимаю, что для людей это, конечно, событие. Приехали экстрасенсы с федерального канала. И был забавный момент, когда вот так вот стоит оператор, стою я, здесь участница, с которой я беседую, отвечаю на ее вопросы по ее погибшему любимому человеку. И просто между нами вот прям пробегает молодежь с телефоном. И стоишь и думаешь... Вот что, как. И здесь же вопрос не в том, что они пробегают, а что для них это событие, я их не осуждаю, это понятно. Но есть же уважение еще. Поэтому вот в такие моменты тяжело. Но, как правило, все люди, и участники, и зрители максимально корректные, то есть так, что прям вот лезли и мешали, но только вот подростки как-то вот там разово влезли. Учишься абстрагироваться, плюс я работаю с закрытыми глазами. Мне, наоборот, тяжело работать с открытыми, потому что я закрываю глаза и отключаюсь, ну, назовем это по-простому, улетаю. Вот, поэтому с закрытыми глазами мне все равно, сколько людей рядом. Ну, я их как не слышу, не вижу. Ну да, визуальный канал, когда отключаешь, другая сенсорика начинает работать, другие, скажем так. Вот. Так вот. Давайте. Я вижу, что вот вы на этих человечков смотрите. Ну вот давайте вот попробуем. Можно не открывать, да и не надо. Давайте попробуем вот с этим артефактом поработать. Это очень интересно. Так, что у нас пойдет? Идут люди рядом, которые связаны вот с этой вот, ну, назовем ее паутинка, да, если я могу так ее назвать. Идут люди как древние, то есть это не современная история, она древняя. То есть я вижу их таких прям вот с бородой, одежда как не наша, то есть такие вот древние люди идут. Само место по себе холодное, где вот эта штука лежала. Как мне вопрос задать? Чтобы это правильно было, потому что мне нужен вопрос. А кому могут принадлежать эти паутинки, назовем это их так? Паутинки. Ну вот показано, что это связано с людьми, которые не в нашей одежде, что они такие вот древние, то есть им прям много, даже, наверное, несколько веков, я бы так сказала. И само ощущение места холодного, каменного. Вот рядом ощущение каменного места. Камни, не знаю, скалы. То есть я не вижу травы, я вижу каменное холодное место. Вот такая картинка. И идет ощущение крови, как то, что я бы не приняла. То есть это как некая ритуалистика, как обряд, как что-то такое, что для меня неприятно. Вот мне внутренне это неприятно. Дико для меня, дико сложно для меня. Женские слезы рядом тоже. И само по себе ощущение от вот этой паутинки, оно тяжелое. То есть я не чувствую, что это там вот цветочки в вазе как-то. Вот оно ощущение тяжести, неприятности. Ну, вот лично у меня. Расскажите. Рассказать, это волосы снежного человека. Вот древнее идет ощущение. Ну, по крови, да, попали, потому что действительно история. Да мои подписчики-то знают, миллион раз уже. Ну, я-то фильм... первый раз нет, вижу, для меня это я просто самое паутинка. просто объясняю, да. Холодная. Да, там ритуально местные жители привязывают корову в определенные, скажем так, месяцы и годы, чтобы хозяин леса, в общем, нашли в Пермском крае. Знакомый мой ездил там на велосипеде по старым дорогам. Ну, это деревня, это глухие деревни. И вот говорит, тайга, что да. бородатая идет. Да, и вот нашел поровну пополам корову. И вот эти волосы там в центре лежали. Мы экспертизу проводили, в том числе и морфологическую, и криминалистическую. И слезы женщины, которые, видимо, либо это ее корова, либо что-то. Ну, может быть, да, потому что коровок-то это самое.
Я первый раз держу, Нет, если нет, что, нет, нет. волосы снежного Ну, то есть человека. ощущение, это, кстати, необычное вот по Да. внутреннему состоянию. Я вижу как картинки. То есть маленькое отступление. Очень много лет, мне скоро 43, я засыпаю, как помните, такие советские калейдоскопы картинки. То есть, наверное, если нас будет смотреть кто-то из психиатрии, скажут, что у меня диагноз. Но я засыпаю с такими включениями минут 40-50 у меня перед сном. Причем я не знаю этих людей, я не знаю эти события. Это абсолютно не связано. Ну, типа, вот индиец сидит, курит трубку. Женщина завязывает кроссовки ребенку. Стая дельфина плывет из холодного течения в теплый наоборот. Непонятно, что это. Вспышки вот такие, Да, да. и вот такими картинками, причем еще раз говорю, оно не то, что там не сбывается, я вообще не понимаю, про что это. Вот может быть, так мой мозг отдыхает. Вот. И то же самое, когда я вот сейчас положила руку, оно идет вспышками картинки. А еще бывают вспышки состояния, когда ты физически ощущаешь некоторые вещи, что вот может что-то произойти. У вас? Ну, я, в принципе, рассказываю, да, не разные состояния-то бывают, да. Просто вспышки моих, ну, я их называю вспышки. А еще за вами стоит человек по имени Валера и положил руку на плечо. Не, Валера точно нет, но может когда-нибудь придет. Ну вот какой-то Валера стоит. Попробуем Так, дальше. Давайте. Если будет интересно, я после... Ну, во-первых, мы обязательно нашим зрителям покажем фотографии с места преступления. Там, где снежный человек бедную корову расчленил. Это очень интересно. Нет, странная история, потому что мы там, как это называется, такой ха-ха словили, нас там самих чуть не съели. Когда мы пошли в лес поискать, что же там порвало корову, потому что зная, что вот могут быть следы, да, они действительно нашли здоровенные такие следы, куда-то ведут в чащу, и как в плохом фильме ужасов разделились пополам. А с пальцами там что-то не то, потому что вот вы говорите про следы, а мне картинку говорят как нестандартные. Не идет, ну, условно, как моя нога, оно идет, я сейчас не про размер, я просто говорю, как нестандартность идет с пальцами. Не то, как вот у меня у Ну вас. да, единственное, там как бы сам след это мох, а вы совершенно правы, потому что, как правило, вот те следы реликтовых предполагаемых гуманоидов, которые находят, они все, как правило, плоскостопые. То есть они все страдают плоскостопием, то есть у них так. И по соотношению, ну, то есть, грубо говоря, вот, то есть такая нога, пальчики не сильно-то большие, то есть у них как бы диспропорции еще. Вот я говорю, не та нога. Ну да. Какой глянулся из этих? А я не знаю, я же говорю, я же первый раз. А по душе рассказываю. какой первый глянулся? Ну, это симпатичный, конечно. Давайте, девочку такую милую. А, это девочка еще. Ну да, Это вон там девочка. вполне себе признаки. Так, ну, может быть, это кольчуги кусок. Да-да-да. Так, вопрос. Просто ощущения свои. Просто что идет? Какие картинки пойдут? Очень много людей вокруг. Прям много. Как толпа идет. Ощущение огня. Это огонь не в плане пожар, а в плане как очаг. Она передавалась много раз. Это не то, что вот вы откопали, и оно никогда нигде не было. Оно передавалось много раз. Из рук в руки. Сама по себе вот эта вот история, она как использовалась, оно было, ну, типа как стена. То есть оно не лежало не вот здесь, не там вот здесь. Это как стена, на которой вот эта штука, давайте девочку ее называть, на которой девочка вот это вот лежала. Ощущение, говорит, просьба ребенок. Вот такие слова. Просьба ребенок. Не могу понять, с чем это связано, но ощущение то ли как просили о детях, то ли рядом дети. Оно как вот с детишками должно быть связано. У меня ощущение теплое. То есть в отличие от паутинки, когда мне прям вот так вот, ну не могу сказать, что я бы ее дома прям положила, ну нет, но ощущение совершенно теплое. Как мазали, втирали, то есть тут идет посторонние материалы, то есть, не знаю, траву втирали, я сейчас примитивно говорю, то есть что-то как оно намазано, натерто, втерто, вот такая вот картинка идет. Расскажите. 4000 лет. Средняя датировка плюс-минус 200. Артефакт со священное место Эль-Торо, это Мексика, штат Де-Халиско. За последние 200 лет местные жители находят там тысячи разных вот таких вот фигурок, там и каменные книги, если все связано с каким-то вот темой палеоконтакта. То есть
с изображением каких странных таких вот существ, которые очень напоминают образы инопланетян. Вот. И отдельно стоят тема, связанная с гибридизацией. То есть там вообще целые есть, скажем так, картины, где вот земные женщины, какие-то странные существа, в итоге получается такие гибриды. Если мы обратим внимание, девочка-то у нас месяца, наверное, на 6-м или на 7-м, да. И вот эта тема там очень присутствует. Вот этим поэтому И очень хорошо коррелируется с мифологией вот как раз той местности, о неких божественных существах, которые прилетали с неба, обучали, рассказывали, в том числе занимались некими генетическими экспериментами. Причем четко бьется, находок действительно много. Вот один, скажем так, исторический пласт — это примерно 4000 лет, а другой 6-8 тысяч лет. То есть такое впечатление, ну, если мы сейчас начнем фантазировать и предполагать, что это возможно, как будто было несколько волн вот, прилета неких вот этих странных инженеров, или как у Стругацких странников, это вот они их называли. Ну вот я на секундочку, если позволите, перебью. Конечно. У меня ощущение, что это прям оттуда прилетело, честно, у меня нету. Потому что, еще раз повторю то, что я вижу, это не то, что я пытаюсь подтянуть, да, вот как с паутинкой тоже, есть же определенные картинки, все. Идет ощущение огня, идет ощущение вот просьбы, то есть, ну, может быть, те женщины, да, обращались. Здесь, ну, непонятно, беременна или просто пузатая, потому что... Ну, может, да, с пузиком да, просто. И, Нет, конечно, это не из космоса прилетело. Это, знаете, как называется? Как делается? Эффект каргокульта. Когда они что-то видели, а потом делали вот неких, ну, талисманы божественных существ. И оно каких-то. вот как стоит. То есть у меня картинка, что оно вот, ну, примерно вот на таком уровне, они стоят, вот эти вот эта вот девочка, да, и другие, они стоят около стены. То есть их не сжигают, не топят. Они вот ощущение, что они просто стоят, к ним обращаются. Ну, интересная, да, тема. А огонь, может быть, это же обожженная глина, фактически керамика. Ну вот огонь идет огонь. Никогда не думала, что буду держать артефакт, которому больше 4000 лет. Удивительное ощущение, правда. На самом деле, если вы будете когда-нибудь в Екатеринбурге, это вот реклама, кстати, Свердловскому краеведческому музею, несмотря на то, что Екатеринбург, можете туда зайти и увидеть своими глазами один из древнейших артефактов не просто в России, а вообще в мире. Шигирский идол, 12 тысяч лет. Он там прям в отдельном зале стоит, совершенно уникальный артефакт. Это как бы резная доска длиной 5 метров с символами, с личинами. Ну, в общем, там что-то удивительное. Почему так хорошо сохранился? В свое время вот тогда попал в болото и законсервировался. Это очень интересно. С болотом, да, тоже было история моей практики, когда попросили, нашли тело человека в болоте, и как раз мне прислали эту фотографию. Я говорю, с паспорта нельзя было, но это жутко. Это, я представляю. Я понимаю, что вы с поисками совсем связаны, навидались очень много чего, но для меня это, конечно, да, сохран в болоте разные бывают, не будем печально, потому что там разные бывают. Вот это вот, кстати, Илюш, у нас впервые, у нас за кадром наш друг, эксперт, продюсер, известный специалист по разным мистическим делам. Про Немана обязательно когда-нибудь мы с Ильей запишем отдельное интервью. Все тайны Немана и кто такой черный, и где теперь искать черного. Те, кто в теме, они, наверное, поймут. Вот, Илюш, ты подтвердишь, что первый раз мы это показываем? Да, конечно. Так, давайте так по вопросам. Кем сделано? Мужская рука. Сделано специально. Говорит, это то, что я видел. Это не природное, это не как не на заказ. Это вот он увидел и сделал. Говорит, поделиться хотел, рассказать хотел. Это не первая проба. То есть мне показывают, что человек старался, делал, ну, я примитивным словом лепил, назову, да, поскольку это как, ну, вот фигурка. Вот как бы чувства страха у меня нет. У меня ощущение, что это я что-то видела и хочу показать. Как, знаете, если бы я поехала в Австралию, нашла там определенный цветочек и приехала домой, нарисовала и показала бы семье. Вот такая вот картинка идет. То есть ощущение вот ритуалистики как от первого у меня нету. Там каких-то втираний, действий, как от второй тоже нету. То есть это просто вот я видел, я хочу показать. Говорит человек, который делал, я не понятый, не принятый. То есть
Тяжело найти себя, тяжело найти единомышленников, тяжело сказать, что я не шизик. Вот как бы с единомышлением у него проблемы. То есть он говорит, что мне показали, мне дали больше, чем другим, а я не могу это вот как бы выдать, чтобы поняли, чтобы приняли. Есть такая книга, как мем, да, «Как общаться с всемирным разумом, не привлекая внимания санитаров». Вот ощущение от этой штуки идет вот такое. Вот негативного, еще раз говорю, страшного у меня не идет. Идет ощущение поделиться. А я негативно никогда не ношу. Не, ну знаете ли, волосята, волосоньки, они были не так, чтобы приятные картинки. Они, видите, на них, видимо, наложилась вот эта вот ритуальная коровка просто, скорее всего. То есть от нее вот мне не хотелось, а здесь совершенно ровно. Тоже, поэтому и в пакетике. А, я думала, чтобы они не растерялись. Нет, это именно, чтобы контакта не было, чтобы это самое. Так, и вот хуйзыт. А это вот тоже из всех тех мест, что они хотели изобразить, то ли действительно показать, какие эти боги были. Может быть, даже, знаете, вот как учебное пособие. Вот у нас, вот видите. Вот, ну вот я говорю, да, как вот я что-то видела, учебное показал. пособие еще. Потому что на самом деле огромное количество артефактов, такое ощущение было сделано. Вот Илюша нам как раз показывает правильную фотографию, мы ее тоже на картинку поставим. Симпатяшка. Такое впечатление, что, знаете, как жреческая школа для детишек, что вот боги такие, они могут вот это делать, вот могут это, вот у нас есть алфавит. То есть как будто это был процесс передачи знаний через вполне себе опредмеченные артефакты. И вот идет картинка, что человек лепил, ну, делал, да, изготавливал, как не первое, то есть он как пробовал. И это вот то, что я видел, я хочу поделиться, показать. Не ритуальная совершенно штука. Потому что, да, там есть целая серия, например, вот таких вот странных девочек, там прям целые иконостасы можно выкладывать. Вот они вот большие, так стоят, маленькие, вот как это. Помните, есть такая-то из слоновой кости фигурки маленькие, нецкие режут. Вот, вот что-то типа такого. Но самое что интересно, учеными это никак не признается, потому что там вроде же инопланетяне, несмотря на то, что там датировки совершенно неприличные цифры. Ну, потому что, опять же, я даже понимаю, почему не признается. Потому что нам тогда придется признавать, что есть некие существа, которые прилетают с неба, а там вроде у нас что-то божественное, а это как бы вот непонятно что. Здесь, может быть, будут нарушены конфессиональные принципы какие-то. Если вот начать об этом говорить. Я думаю, что людей просто пугает неопознанное, да, ну их действительно пугает. Давайте представим, что мы с вами сейчас телепортируемся в ту же Австралию, только не в центр, да, не в Мельбурн какой-нибудь, да, а мы телепортируемся к аборигенам. Им говорим: ребят, это кофе. Вы можете воспользоваться кофемашиной, сделать прекрасный черный кофе. Если вы добавите молочко и сахар, вам будет еще вкуснее, заряд на весь день. Это одежда, ее тоже можно носить. Ну, понятно, что с мобильного нет, да, это мобильный телефон. Как они на вас посмотрят? Ну, типа... Да, там, ребят, что есть душ, вы можете пойти прекрасно вымыться с гелем, шампунем, да, уложиться и все. Ну, мы же грязью облепляемся, оно сейчас вот высохнет, упадет, и все, зачем нам вода, вот так вот ее расходовать. Смысл в том, что есть принятое, удобное. И когда это что-то новое, люди воспринимают, ну, примерно как в «Меня в битве». То есть мы же приняли, что вот если мы говорим про экстрасенса, это человек обязательно с демоническим уклоном. Как человек, который верит в Бога, который несет эту веру, может прийти туда. Ну, как бы это же странно. Собственно, вот с вашими артефактами то же самое. А когда люди... Ну, им проще, как бы, вот мы этого не видим. Вот так вот смотрим, мы это не видим. Поэтому вот по вот этому человечку, да и по всей вашей работе, я могу сказать, что вы делаете очень хорошее дело. Вы делаете правильное дело, и вы даете людям подумать о том, что может быть чуть больше, чуть глубже, чем они привыкли жить в своей раковинке. Ну вот есть другое. Принимаете, не принимаете, верите, не верите. Просто узнайте. Вот есть вот так вот. Поэтому прям действительно большой молодец, что вы делаете. Елизавета, вот какой бы вы совет дали нашим зрителям, вашим клиентам, настоящим и будущим? Вот они к вам хотят прийти, у них есть какой-то вопрос. С чего надо начать? Понятно, что прийти поговорить, но, может быть, все-таки задуматься, что я могу сделать сам, чтобы решить свою задачу. Поняла. Задумайтесь над тем, зачем вы нужны Богу.
Вот просто задумайтесь, чем вы конкретно полезны. Вот что вы делаете полезного, что вы делаете хорошего. И сейчас скажу такую вещь, которая многих зацепит, но тем не менее. Однажды вы умрете, как и я. Это не секрет, да, мы не Владимир Ильич, который будет десятилетиями в мавзолее лежать. И встретившись с Богом, что вы ему скажете? Послужили ли вы людям? Сколько людей молятся о вашей душе, когда вас не станет? Сколько вы оставили после себя такого, знаете, приятного, хорошего, теплого послевкусия? Вот об этом задумайтесь. И тогда вы можете поменять свою жизнь уже сейчас. Когда вы будете понимать, что вы приходите в какой-то социум, в какое-то место, и после вас тепло, после вас хорошо. Не обязательно раздаривать друг другу бриллианты, стразы и все остальное. Важно просто сказать теплое, хорошее слово. И если вы начнете вокруг себя хотя бы сеять вот эти вот семена теплоты, доброты, любви, милости к ближнему, ваша жизнь уже будет меняться. Вот так. Спасибо, дорогие друзья. Елизавета, большое спасибо, что мы с вами сегодня так приятно пообщались. Я думаю, это не последний раз. Но Зовите на вы, как раскопки. всегда, можете заглянуть в описание и найти там полезные ссылочки. Если вас не затруднит, то вы знаете, как искать описание. С вами был Николай Субботин, Елизавета Петрова. Оставайтесь с нами. Спасибо. Дальше будет интересно, а может и нет.